Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый хобби-влог, поэтому, кому интересно такого рода видео, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. У меня, честно говоря, на столе бардак, потому что сейчас я буду здесь основательно так убираться, ну, может быть, или когда отсниму влог, или, в общем, посмотрим. Собственно, я уже начала тут всякие разборки, приборки, но пока отдыхала, немножко пораскрашивала еще здесь. Да, что-то я в этот раз с цветовым квестом животные подвисла. И еще я заметила вот здесь вот, как будто попала вода. Но с этой раскраской такая ситуация происходит уже не первый раз. Ну, когда один раз я заметила, подумала, наверное, была неаккуратна, попала вода. Второй раз так подумала, третий. Что-то я четко понимаю, здесь не могла попасть вода никаким образом. Но почему-то чувствую, что вот все-таки вода попала, и даже с этой стороны, вот на другой иллюстрации, как-то так получилось. Не знаю. Ну да ладно. Это, в общем-то, отдыхалочка, поэтому я не сильно заморачиваюсь по этому вопросу. Я еще вчера вечером, пока монтировала даже мне нужно было 3 влога смонтировать. 1 хобби-влог, 2 лайф-влога смонтировать. Нужно было как-то время скоротать, а у меня еще там было, такие моменты, которые нужно озвучить. Поэтому поставить на склейку и уйти тоже не получалось. Поэтому я взяла сначала раскраску «Подводный мир» по номерам. Как вы знаете, многие из этих раскрасок для меня уже односторонние, маркерные. То есть из 2 сделала одну, но «Подводный мир» давно у меня появилась раскраска, поэтому я не стала. Хотя здесь, по факту, здесь не так много раскрашено, можно было купить вторую и сделать как бы маркерную, но я подумала, что маркерных у меня теперь достаточно. Вот. В общем, выбрала я вот эту иллюстрацию, ну и, собственно, раскрасила здесь фломастеры «Каждый день», «Кохенур», «Центропен», вот всего понемножку. Просто отдыхалочка. Тут у меня уже все было раскрашено, поэтому вот как-то так. И потом я взяла еще раскраску для девочек по номерам. Здесь плохая бумага, и даже вот эти фломастеры, которые я в этой раскраске использовала, здесь они очень сильно протекают. Поэтому я давно ее раскрашиваю карандашами. У меня по проекту Project Pen лежат карандаши акварельные Ашан, но я их не размываю. Еще какие-то карандаши лежат. Ну и, в общем, я раскрасила, потом прошлась блендером от Кохенур, потом блендером от Карандаш и салфеткой. В итоге вот так вот получилось. Тематическая, по сути дела, иллюстрация. Сейчас я так в парке провожу периодически время. Так что вот. И карандаши поизрасходовала, и раскраска двигается. Ну и, по крайней мере, на обратной стороне тоже можно все раскрашивать. Правда, вот здесь вот то, что я красила, здесь вот отпечаталось. Ну, собственно, тоже не страшно, это все стирается ластиком. Так, с раскрасками мы закончили. Сейчас я покажу, как я немножко обновила свою вот эту икеевскую коробку. Кто впервые на моем канале, поясню, что в этой коробке я держу ту канцелярию, которой я пользуюсь постоянно. Но имеется в виду не фломастеры, а карандаши, а также какие-то гелевые ручки, там ластик, вот все такое, что сухая пастель. И, в общем-то, мне удобно, потому что я раскрашиваю в основном здесь, но иногда бывает нужно перейти на кухню, еще куда-то. И мне удобно взять вот эту коробку. И если я раскрашиваю карандашами, то я, в общем-то, четко понимаю, что мне не придется снова бегать зачем-то, потому что все необходимое здесь есть. Здесь у меня всегда лежат вот
карандаши подороже, здесь подешевле. Но я их разделила так не потому, что что-то лучше, а что-то хуже. Все, что здесь лежит, я пользуюсь и очень-очень люблю. Но дело в том, что просто, чтобы легче было искать. То есть я понимаю, когда мне нужен там, например, какой-нибудь Дервент, Полихромос или Призма, я знаю, что они лежат здесь. Когда мне нужен Ашан, Фикс Прайс там и так далее, я понимаю, что мне нужно искать здесь. Мелочевка лежит в этом отделении, тут точилка, клячка, блестки и тому подобное. Ну и, соответственно, сухая пастель с салфетками здесь. Но вот этих карандашей, в том числе, которые подороже, у меня появляется больше. Раскрашиваю тоже ими часто, хотя и этими, собственно, тоже постоянно крашу. Так вот, постоянно вот так вот приходится хватать эти карандаши, искать нужный мне цвет. То есть вроде бы вот таким разделением я себе жизнь облегчила, но тем не менее это все равно не совсем удобно. Поэтому я решила вот эти карандаши как-то разделить. Просто собирать их резинкой не получается, так как они сразу занимают больше места и не помещаются здесь. Ну и так неудобно. Я думала, как мне поступить, ну и пока нашла самый для себя такой простой, собственно, способ. Сейчас покажу вам. Я взяла салфетку, ну, термосалфетку на стол. У меня была немножко попорченная, она, вот видите, очень красивая такая, прям тут, как акварельная. Но я клей пролила немножко, и пользоваться по прямому назначению уже не получилось. Я ее использовала под маникюр, все принадлежности раскладывать, но вот мне потребовалось, и я, в общем-то, думаю, воспользуюсь. Я отрезала вот по размеру карандашей такой кусочек. Здесь у меня 8 штук примерно помещается, плюс-минус, иногда чуть меньше. И я скрепила резинками. Но тут проблема в том, что часто они еще полежали нормально, а бывает вот несколько выскакивает карандашей, поэтому я отрезала еще небольшой кусочек и вот так вставила, чтобы было лучше. Можно было, конечно, и так загнуть, но я пошла по простому пути. Мне вообще было главное, чтобы как-то их вот зафиксировать. Вот. Хотя с эстетической точки зрения мне тоже понравились такие своего рода вот коробочки ручной работы. Вот. Ну и таким образом я вот здесь, у меня и дервенты, и полихромосы, и немного призмы, и, в общем, и эти вот, которые белые ночи, мастер-класс, вот да, с ними вот такое происходит. Но, опять же, это не страшно, они, самое важное, зафиксированы, и этого более чем достаточно. Здесь у меня просто уже салфетка-то была маленькая, мне не хватило. Я вот так сделала, ну, то есть поменьше. Вот. Но зато теперь мне будет еще более удобно, потому как я... Сейчас я вставлю поаккуратнее. Вот. Я, по крайней мере, вижу, что вот уже даже сбоку я вижу, какие марки карандашей, и смогу без проблем вытащить необходимое. Возможно, я все это как-то в процессе доработаю, сделаю по-другому, не знаю. Но просто резинки некоторые, по счастью, достаточно большие, а есть, которые не сильно растянутые. Я еще покупала и не могу найти. Целый пакет резинок не так давно брала, куда я их дела совершенно... я даже... Вот теперь я вспомнила, где они. В общем, если у меня этот способ приживется, то, скорее всего, я специально какую-нибудь салфетку красивую куплю для этих целей, ну, чтобы это было еще более эстетично. Может быть, что-то еще придумаю. Вот. У нас в очередной раз пошел дождик. В общем, как-то так. Здесь я ничего не стала таким образом организовывать, потому как не поместилось бы, к сожалению. Я даже вот эти ручки, да, у меня то, что
из фикс-прайса я хранила здесь, а краун я вот тут хранила, но опять же не помещается. Второй органайзер, я не знаю, буду покупать или нет. Вообще мне бы, конечно, не хотелось, потому что идея именно в том, чтобы был один контейнер. С другой стороны, может быть, со временем, когда вот эта коллекция будет пополняться, возможно, да, я подумаю над этим вопросом и, возможно, куплю второй контейнер. Или по какой-то акции, ну, посмотрим. В общем, когда будет удобный момент, я приобрету, и тогда, например, в одной коробке будут лежать что подороже, в другой что подешевле, и, в принципе, ну, взять с собой и перемещаться с 2 коробками по квартире, это тоже не так проблематично. Но это я уже решу потом. Я сняла практически все колпачки с ручек, меня эта уже тема задолбала, потому что они постоянно соскакивают. Вот у меня тут, сейчас покажу, мусор, сейчас буду убирать все это дело. Также я взяла коробочку из-под накладных ногтей, новую, ну, в том плане, что с нормальной крышкой, с целой. И здесь 6 отделений, то есть 12, прошу прощения. Как раз поместятся все белые ночи у меня сюда. Так что сейчас буду перекладывать. Так, отлично. Все поместилось. Единственное, я с удивлением обнаружила, что вот это отделение оказалось уже всех остальных. Везде все прекрасно вошло, а вот здесь вот прям с трудом. Ну да ладно, коробка закрывается, защелкивается, и здесь у меня теперь белые ночи. Ну, я как бы люблю эти краски, но я по ним не фанатею, поэтому вот так принципиально что-то идти и покупать я сейчас вряд ли буду, потому что у меня есть все необходимые цвета. Вот. В основной коробке изначально они у меня вот здесь вот и лежали. Я сейчас это дело освободила. Поэтому я переложу сюда снова... Ой, какой ужас. Виста Артиста. Пока пусть, наверное, так будут. Неужели я их приклеила? Вот эти бумажки сюда. Не хотелось бы, конечно. В принципе, они особенно-то и не нужны. Как таковые. Даже, наверное, я сейчас вот сюда переложу. Потом я, возможно, здесь отклею вот это все. Ну, в общем, что-нибудь придумаю. Пока хотя бы просто сложу все это. Может быть, будут какие-то появляться интересные еще оттенки. Я уже все ногти перепачкала. Ой. Кошмар. Сейчас пойду мыть руки. Тут у меня какой-то просто номер я записала. Ну, в общем, как-то так. У меня есть еще вот эти краски, но, честно говоря, если их как-то размочить получится, чтобы они потом приняли нормальный вид, то тогда да. Оставлю, а так, я не знаю, может, выброшу. Но тут сколько? Раз, два, три, 4, 5. А у меня 6 получается. От чего-то придется явно избавиться. Но не факт. А может быть, я их здесь оставлю. Посмотрим. Вообще, я думаю, что еще много будет всяких потом перемещений по мере появления в моей коллекции каких-то цветов. Может быть, даже если... Либо пусть пока так останется. Если что-то удастся отклеить, я даже на будущее буду вот тоже вниз
складывать, чтобы было проще. Но пока я ничего такого покупать не собираюсь, потому что мне, в общем, достаточно. Вот этот цвет я взяла, собственно, почти бесплатно со скидкой, потому что я брала бесплатно, я рассказывала 3 карандаша, и у меня там 20 бесплатно, так сказать, рублей осталось на этом купоне. Ну и вроде, знаете как, я, безусловно, ценю то, что я покупаю за деньги, потому что, естественно, что я зарабатываю своим трудом, поэтому, конечно, я к этому отношусь с уважением и ценю, но еще больше я ценю то, что мне достается бесплатно. Хотя, с другой стороны, если посмотреть все эти скидки колоссальные, всякие бесплатности, которые я нахожу, ну, в принципе, наверное, это даже... Да, я за это не плачу денег, но по факту нельзя сказать, что это бесплатно, потому что нельзя себя обесценивать. Потому что, ну, я люблю скидки, они любят меня, поэтому это, наверное, мой опыт, мои знания. Мне кажется, что если бы я жила в Америке, и в то время, вот когда еще было много там купонов и скидок, то я бы только бы жила бы за счет купонов, я бы это обожала. Вот как показывают в передаче «Купономания», вот примерно у меня бы то же самое и было бы. Ну, потому что это классно и интересно. Ну и здесь тоже при желании можно найти всякие купоны и приятные скидки. Ну вот одна из таких вот крайних удач — это 500 рублей в Леонардо. Ладно, этот влог я буду завершать. Если он вам понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Я благодарю вас за просмотр, желаю вам здоровья, хорошего настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров, хорошей канцелярии, классных раскрасок, скидок. До скорой встречи. Пока-пока.